Для этого варианта возьмем гель, это лимитка, Foil Flex, молочный оттенок с потрясающе красивой поталью. Для того, чтобы у меня получился градиент, сначала тонко-тонко, такая хитрость маленькая, наносим на верхнюю форму молочный гель. Затем я хочу усилить цвет, это тоже Foil Flex, такой он идет желтенький, но я хочу сделать его еще ярче. Для этого добавлю в него Neon Flash 01. Вы знаете, это у нас витражный неоновый гель-лак со светоотражайкой. И вообще я люблю гели из коллекции Foil Flex для верхних форм, потому что они, конечно, очень кайфовые. Градиенты получаются из них тоже потрясные. И также вы их можете колеровать. Ну, а это, наверное, мой любимый цветочек. Я его рисую всегда в разных техниках. Обязательно убирайте стебель, потому что он получится тогда очень толстый, нам такой не нужен. Переводим. Ну, контур виден и хорошо. Можно прибомбить какое-нибудь словечко. Здесь вот мне захотелось взять тоненькое. Берем импасту лазер лимон. Вообще эта импаста не только у нас подходит для росписи. Я добавляю в нее краску альпийский снег и рисую френч. Получается нереально яркий. И здесь чуть-чуть замешиваю с зеленой импастой, чтобы у нас такой получился чуть-чуть потемнее оттенок. Нам нужно опять же скрыть контур, вы уже это все знаете. Теперь беру потемнее цвет, также колерую, добавляю в наш неон и ставлю цветовые пятна в виде листиков. Вообще листья здесь можно не делать, но мы не ищем легких путей. Мы делаем вариант всегда чуть сложнее. Но вы можете остановиться на более простом варианте, вообще без листьев. Пожалуйста, на ваше усмотрение. Здесь я листья делаю для того, чтобы еще сильнее поднять цветочек, чтобы такой получился 3D-эффект. Теперь очень аккуратно беру темно-зеленую краску. Получается, здесь у меня зеленый плюс бордовый. Ну, вы уже знаете, что нам нужен серьезный зеленый цвет. И в каждый лепесток на 1/3 наношу этот темный цвет так, чтобы оставался контур, чтобы вы видели, что вы рисуете, чтобы вы рисовали не на ощупь. Сухой кисточкой подтушевали. Прям чуть-чуть. Ну, даже если не подтушуете, видно не будет. Но все-таки хочется, чтобы даже подмалевок у вас смотрелся красиво. Поэтому сразу приучаемся к растушевке и аккуратности. Наносим матовый топ, сушим его 30 секунд и начинаем колеровать краску. Здесь я беру белую импасту, замешиваю в неоновую импасту, но если у вас нет неоновой импасты, вы знаете, что вы берете неоновый пигмент и очень-очень густо, чтобы такая получилась густая консистенция, добавляйте матовый топ. Матового топа должно быть немного, чтобы прям вот очень густая была масса. Итак, кисточка овал. Раскладываем справа лепесток и держим правый контур. Подсушиваете буквально 5 секунд. Начинаю рисовать лепесточек маленький. Очень важно знать, что всегда вы можете убрать лишнее сухой кистью. Если лишнего вы заехали на соседний лепесток, также можно все это аккуратненько скорректировать. И добавляю еще краски, чтобы у меня почетче был мой листик. И левый контур здесь у лепестка провожу. Видно, да, как будто прорисовка получилась. На самом деле никакой прорисовки нет. Теперь с левой стороны дальний лепесточек прорисовываю, держу левый контур. Краска должна стоять довольно-таки плотно, не размыто. Теперь перехожу на кисточку идеальный мазок и двойным движением, смотрите, раз мазочек, и рядышком пристраиваюсь чуть короче. Также, получается, выкладываю лепесток. Ухожу вниз, такой тоже маленький, тоненький, худенький, значит, кисточка мазок. И аккуратненько можете его подредактировать, если у вас что-то не дотянулось. Боковой, который у нас получается вывернут, тоже я его рисую кисточкой мазок так, чтобы не заходить на предыдущий. Я потом их соединю тоненькой кисточкой. Вот такая получается красота. Конечно, без трафарета нарисовать это
невозможно. Если вдруг вам где-то не хватило краски, а у меня там, видите, пузырек от матового топа остался, может какая-то ворсинка попала, я не заметила, то хочется вот еще добавить пообъемнее, поэффектнее, чтобы смотрелся мой дизайн. Самое главное, здесь краску присушиваете буквально 5 секунд. Тогда она не теряет липкость и очень хорошо даже друг на друга в объем держится. Ну и центральный лепесток. Здесь он большой, крупный, поэтому перехожу на кисточку овал. Тоже подтягиваю сухой кисточкой. Четкий делаю правый край. Теперь можете подсушить, можно не сушить. Делаю четкий левый край. Он такой двойной. Ну, получается очень красивый. На этом, в принципе, уже можно остановиться, но, как я вам говорю, мы не ищем легких путей. Можно добавить еще белой краски, подсветить, добавить цвет, чтобы у нас цветок получился двухцветным. Конечно, вы можете нарисовать его просто вот таким однотонным желтым. Это не будет ошибкой. Просто мне хочется показать вам вариант, когда вы можете еще усложниться. Да, на самые крайние лепестки, которые получаются как будто бы ближе к нам, мы немножко вводим белый цвет, аккуратненько, тоже кисточкой овал, и сразу же наш цветочек смотрится гораздо объемнее, гораздо сложнее. Надеюсь, вам тоже понравится этот вариант. Я очень люблю именно вот эту магнолию. Мне кажется, она прям такой сложной, изящной. Темно-зеленой краской, уже кисточкой линярной, добавляем чашелистик, тоненькую веточку, и можно еще усложниться. Здесь с топом смешана зеленая импаста. Немножечко я добавляю тени. Если вдруг вы закрыли все и мало ли хочется добавить еще объема, вы можете это сделать и после росписи, чуть-чуть подкрасив, немножко добавив, как мы называем в акварели, зеленой воды. Можно рисовать в любых оттенках, какая у вас есть импаста или какой у вас есть пигмент. Ну и зеленая тень, она вообще, кстати, универсальная, подходит для любого оттенка. Добавляем немножко листьев, уже чистые импасты, но кисточка у меня здесь идеальный мазок, прям полупрозрачно все должно лечь, чтобы не перебивать цветы, потому что листья, они второстепенные, очень-очень маленькие. Вытягиваю хвостики тоненькой кисточкой, и если что-то не нравится, вот что-то сверху мне не понравилось, взяла его и стерла. Пусть у меня там листики будут на дальнем фоне, красивее, мне кажется, так смотрится. Беру тонкую кисточку и добавляю вот такие вот элементы. Тоже немножко усложняю, и вид тоже совсем, мне кажется, другой. Интереснее, сложнее. Вот такие вот тонкие веточки. И если ставите одну, можно рядышком поставить другую, но тогда покороче. Не бывает рядом двух одинаковых по размеру листьев, так же, как и двух по размеру одинаковых веточек тоненьких. Можно поставить лепесточек. Опять же, оговорюсь, что можно и не ставить. Но так как я сверху добавила листочки, конечно, красивее, наверное, будет смотреться, если обыграть еще и свободный край, если у вас есть длина, потому что сам по себе этот цветочек довольно-таки крупный. Хочется еще добавить немного прорисовки, чтобы показать вывернутость этого лепестка. Но если на клиентах вы торопитесь, это делать тоже не обязательно. Самое главное, рисуйте. Даже просто чистые красивые мазочки, если соблюдать все правила, дадут вам шикарные, красивые цветы, от которых ваши клиенты будут в восторге. Ну а я жду вашей работы в любом цвете и в любом варианте.